Всем привет! Вы на канале Vintage Goldstein. Помните, я еще в видео знакомстве рассказывала о том, что я распорола кучу своих вещей и шила именно из этих полученных кусочков ткани. Так вот, к чему это я? Сегодня мы с вами сошьем винтажные шорты, стилизованные под 70-е года 20 века. А сошьем мы их именно из тех самых кусочков ткани, которые я получила, распоров свое пальто. Как для пальто, эта ткань была недостаточно теплая, но шорты получились очень даже зимние. Сразу расскажу вам насчет выкройки. Да, я все еще не стала мастером построения выкроек, и хоть я убила массу времени на то, чтобы построить индивидуальную выкройку по моим замерам, я нашла выход из этой ситуации и расскажу его вам. Легче всего построить индивидуальную выкройку по вашей же одежде. Найдите у себя в шкафу джинсы, штаны, может быть шорты, которые вам идеально подходят по размеру. Все, что вам нужно сделать, это сложить сначала перед к переду и обрисовать контур, потом также сложить задними половинками шорт друг к другу и тоже обрисовать. Ну что, давайте начнем шить. У меня вот такая красивая двухсторонняя клетка. Разложите выкройку на ткани и выкраивайте с отступом на припуске. Мне пришлось разделить детали на несколько частей, потому что пальто, с которого я имею эту ткань, было выкроено, очень мелкими деталями. Я сложила мелкие детали каждой половинки шорт лицом к лицу и сколола булавками. Прошиваем. Я сразу подогнула низ на каждой детали и снова прошиваем. Теперь нам нужно прошить детали шорт между собой. Складываем переднюю и заднюю детали лицом к лицу и прошиваем по боковому шву. То же самое проделываем со вторыми половинками. Боковые швы разутюживаем, складываем детали по заднему шву и прошиваем. По переднему шву проделываем то же самое, но оставляем непрошитый участок для будущей змейки. Я уже провела первую примерку, после которой сделала выточки на задних деталях шорт. А теперь нам нужно из этой, так сказать, юбки сделать все-таки шорты. Также я захотела сделать такие подкаты, и красота двухсторонней ткани полностью позволяет мне это сделать. Теперь нужно сложить и прошить шорты по внутреннему шву. Кстати, знакомьтесь, это Вилли. Ах да, прошиваем. Ура! Это уже похоже на шорты. Нам нужно вточать молнию. Для этого нужно сделать откосок и гульфик. И я надеюсь, это так называется. Если нет, то обязательно исправляйте меня в комментариях.
Откосок и гульфик готовы. Меняем лапку и время притачивать молнию. Пришиваем откосок с молнией к основе шорт. Снова складываем их лицом к лицу. Отворачиваем откосок и прошиваем по самому краю, тем самым закрепляем положение молнии. Прикалываем гульфик к противоположной стороне шорт и прошиваем. Пришиваем вторую сторону молнии к гульфику. Ну что ж, нам нужно сделать пояс. Выкраиваем прямоугольник, складываем пополам лицом внутрь и прошиваем по краям. Прикалываем пояс лицом к шортам, но только одну сторону. Вторую сторону пояса оставляем свободной. Надеюсь, что я понятно объясняю. Я для удобства освободила рукавную платформу. Прошиваем пояс. Свободный край пояса можно обработать косой бейкой. Это будет выглядеть очень красиво и аккуратно. Отгибаем пояс в нужное положение и прошиваем отделочной строчкой по всем слоям пояса. Также делаем отделочную строчку по лицу шорт по контуру гульфика. К низу змейки подкладываем под строчку угол откоска. Мое любимое — пуговицы. Меняем лапку для выметывания петель. Ну вот, петли готовы. Осталось пришить пуговицы. Я нашла вот такие красивые деревянные бордовые пуговицы, которые сюда ну просто идеально вписались. Мне захотелось сделать имитацию защипчиков на пуговицах по боковым швам для подката. Выкраиваю детали, складываю пополам, скалываю и прошиваю по выдуманной форме. Защипчики могут быть прямоугольные, круглые. Можно сделать вот с таким уголочком, как у меня. Отсекаю лишнее и выворачиваю их на лицо. Ну и куда же без утюжки. Выметываю фальш петли на защипчиках. Намечаю их место расположения, фиксирую и вручную прошиваю детали с внутренней стороны шорт. Ну и, конечно, пришиваем пуговицы.
получились даже лучше, чем я ожидала. Высокая талия, деревянные пуговицы, защипчики по боковым швам. Все, как я хотела. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я буду очень рада, если вы поставите лайк этому видео, подпишитесь на мой канал и нажмете колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну а если вы уже подписаны на этот канал, то оставайтесь со мной, здесь будет много всего интересного. В описании под этим видео вы найдете ссылки на мои соцсети, а также ссылку на мой телеграм-канал с винтажной эстетикой. Также мне будет очень приятно, если вы меня поддержите на платформе Patreon. Ссылка также в описании. Спасибо всем еще раз за просмотр. Увидимся в следующем видео. До свидания.